Привет, друзья! Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор довольно интересного дозиметра DBG06T. Нет, давай ты на своем канале будешь обзоры делать. Мне конкуренты не нужны. Давайте сразу начнем с названия DBG06T, чтобы было понятно, о каком типе прибора идет речь. Согласно методике классификации дозиметрических устройств, первая буква D обозначает дозиметры. Вторая буква B указывает на мощность эквивалентной дозы, а третья буква G – это гамма-излучение. Цифры 0,6 относятся к обозначению номера модели или серии прибора, а буква Т говорит о том, что дозиметр предназначен для технического использования. Это подразумевает профессиональную сферу применения, а помимо прочего прибор должен быть поверенным. Вы наверняка уже видели дозиметры в таком корпусе, и на моем канале я тоже показывал похожие приборы. Например, когда делал обзор широкодиапазонного дозиметра DRG01T1. Всего таких моделей было 3, все они схожи внешне, но различаются по назначению. В моей коллекции они все есть. Теперь вернемся непосредственно к DBG06T. Он представляет собой довольно увесистое и габаритное устройство, выполненное полностью из металла. Верхняя часть – это литой алюминиевый сплав, а нижняя часть – штампованная алюминиевая деталь. Корпус не имеет защиты от пыли и влаги. Масса прибора ровно полкилограмма, а габариты 160 на 80 на 50 мм. Разработан и выпускался в 90-е годы ленинградским предприятием «Ленинец». Устройство предназначено для измерения как мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, так и мощности эквивалентной дозы. Напомню, что первая официально измеряется в рентгенах в секунду, вторая в зивертах в секунду, ну или в час, как там более привычно. Кратко и грубо говоря, экспозиционная доза – это степень ионизации воздуха, а эквивалентная – это степень воздействия излучения на биологическую ткань. Как правило, во всех дозиметрических приборах оба варианта мощности дозы вычисляются одинаково, а разница заключается лишь в позиции десятичной запятой в результате измерений. Вот, например, такой алгоритм очень хорошо видно в радиометре Припять. Но в DBG06T все интереснее. Экспозиционная и эквивалентная доза определяются раздельно, разными счетчиками. Чуть позже посмотрим, как это реализовано. Давайте рассмотрим лицевую панель дозиметра. Сверху находится цифровой индикатор. Под ним нанесено наименование прибора DBG06T и указано, что это дозиметр мощности дозы. Слева переключатель, которым можно включить прибор и выбрать вариант измерения. Мощность эквивалентной дозы в микрозивертах в час и мощность экспозиционной дозы в миллирентгенах в час. Справа переключатель режимов работы, измерение, поиск и контроль. Внизу слева кнопка подсветки индикатора и справа кнопка обнуления показаний. Звукового сопровождения у прибора нет, так что щелчков от него вы не услышите. И под крышкой расположен батарейный отсек. Прибор питается от 9-вольтовой батарейки Крона. По бокам дозиметра есть резьбовые гнезда под винты крепления ремня для переноски, но у меня его нет. На нижней крышке крестиком обозначен геометрический центр счетчиков. Данное устройство мне досталось в полностью неисправном состоянии. Я заменил потекший индикатор и несколько микросхем, после чего он прекрасно заработал. Давайте включим прибор в режиме контроля. При этом дозиметр проводит диагностику управляющих микросхем, и если все хорошо, на индикаторе должно появиться число 515. Вот у нас загорелось 515, то есть все системы работают нормально, и можно переходить к измерениям. Почему важен такой режим? Дело в том, что DBG06T числится в реестре средств измерения и проходит поверку. Поэтому его показания считаются достоверными, и это надо как-то контролировать. После прохождения проверки дозиметр готов к работе. DBG06T может работать как поисковый прибор,
так и измерительный. Чтобы начать работу с дозиметром, нужно установить переключатель режимов работы в положение «Поиск», а переключатель диапазонов измерения в положение миллирентгены в час, либо микрозиверты в час. После этого нажать кнопку «Сброс» для начала цикла измерения. В поисковом режиме показания на индикаторе сменяются каждые 4 секунды в такт с миганием точки справа. Диапазон измерений при этом составляет от 1 до 1000 микрозиверт в час, либо от 1/10 до 100 миллирентген в час. Для измерений естественного фона этот режим не очень подходит, слишком малочувствительный. Причина в том, что на каждом диапазоне здесь работают по 2 счетчика SBM20. За 4 секунды они просто не успевают набрать статистику импульсов для точного подсчета. Поэтому нижняя граница начинается от 100 микрорентген в час. А вот для работы с более активными источниками поиск очень даже пригоден. Но для точных вычислений малых доз излучения используется режим измерения. Здесь время работы составляет уже 40 секунд, а максимальные пределы мощности дозы сокращаются соответственно в 10 раз. Диапазон измерений в данном режиме составляет от 1/10 до 100 микрозиверт в час, либо от 1/100 до 10 миллирентген в час. И в этом режиме уже можно измерять активность слабых источников. Напомню, что при измерениях используются 2 счетчика SBM20, что было вполне стандартным количеством для большинства дозиметров в 90-е годы. Для работы в темноте у DBG06T имеется лампочка подсветки экрана. Она расположена сбоку и вполне неплохо освещает индикатор при недостатке освещения. Это обычная миниатюрная лампа накаливания, не светодиод. Для полноты информации еще надо добавить, что предельное облучение дозиметра составляет 10 рентген в час. И при зашкаливании на индикаторе появляется буква П – переполнение. Ну а теперь откроем корпус DBG06T и посмотрим на его устройство. Сняв крышку, мы увидим плату с 4 установленными счетчиками SBM20. При измерении мощности экспозиционной дозы используются верхние счетчики, а при измерении эквивалентной дозы – нижние. Так в чем же между ними разница? Как видите, счетчики обернуты свинцово-оловянной фольгой, которая необходима для выравнивания энергетической чувствительности счетчиков. Без этого фильтра счетчики будут завышать показания от мягкой гаммы. Но если присмотреться, у этих двух счетчиков фольга имеет форму не правильного прямоугольника, а прямоугольника с вырезами в двух углах. Вот таким образом и реализована методика разного измерения мощностей дозы. Кстати, заявленная погрешность прибора не более 15%. Да, еще я чуть не забыл упомянуть, что вот здесь сверху есть небольшая заглушка, которая предоставляет доступ к подстроечному резистору без необходимости вынимать платы. Под платой со счетчиками находится плата управления, которая отвечает за работу циклов измерений. На ней, как видно, мне пришлось перепаять 3 микросхемы. Сначала я заменил триггеры, прибор не ожил. Потом перепаял микросхему счетчика-делителя. И вот тогда дозиметр наконец заработал. Вдобавок я заменил все электролитические конденсаторы, но это скорее для профилактики, чем из необходимости. Кстати говоря, чинить этот прибор крайне затруднительно, поскольку все платы с деталями покрыты очень толстым слоем лака, что на порядок увеличивает сложность выпаивания. И чтобы извлечь микросхему без повреждений, нужен целый арсенал инструмента и море терпения. Даже обычный конденсатор заменить уже задача с повышенной сложностью. И, наконец, третья панель – это плата индикации. Здесь установлены счетчики-дешифраторы и сам ЖКИ. Индикатор в моем приборе был потекший, и я его заменил. Кроме того, потребовалось перепаять и микросхему дешифратора третьего разряда.
так как со старой не работал верхний сегмент цифры. Но это еще не все. Мне пришлось выпаивать, разбирать и прочищать переключатель режимов и кнопку сброса. Работы было много, но в итоге прибор снова стал полностью функциональным. А удовольствие от процесса ремонта – это отдельный бонус. Теперь я хочу продемонстрировать, что разница между диапазонами есть. Для этого возьмем два источника DP63, расположив их так, чтобы облучение счетчиков было равномерным. Для быстроты процесса воспользуемся режимом поиск. Эксперимент показывает, что показания хоть и близкие, но в микрозевертах в час на данном источнике цифры чуть более высокие. Что можно в итоге сказать о DBG06T? Наверное, в нынешнее время он интересен только коллекционерам. В продаже этих дозиметров сейчас довольно много, но стоят они недешево. За небольшие деньги можно найти разве что неисправный экземпляр и попытаться оживить его самому. Для бытового использования эти приборы вполне пригодны, так как чувствительность в режиме измерения достаточна. Надо не забывать, что DBG06T разработаны для профессионального применения, поэтому их показания довольно точны. Но вот назвать дозиметр карманным никак нельзя, слишком большой и тяжелый, что сильно ограничивает его применение. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю обзор. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. А сейчас познакомимся с DP63. Так, ой, ладно, не будем пока знакомиться.